Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем сегодня, завершаем цикл передач с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мы у него в гостях. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы соглашаетесь с нами постоянно работать. Я хочу сказать всем, кто смотрит нашу телепередачу, две предыдущих передачи мы посвятили анализу, глубокому анализу современнейших цивилизационных методов и других позиций, которые самые, как говорится, глубокие, этногеополитические. Мы дали анализ, так сказать, восточно-буддийской цивилизации, Китая, Индия, вот, в отношении к России. Мы дали анализ Украины и как сегодня взаимоотносятся между собой западно-христианская и восточно-христианская православная цивилизация. Сегодня, Владимир Ильич, я попросил бы вас по просьбе наших телезрителей столкновение цивилизаций. Вот стоит такая, с одной стороны, реальная, с другой стороны, все-таки очень напряженная тема. Но прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел прокомментировать, каким образом. Прошу показать. Значит, вот Владимир Вольфович написал такую книгу «Китайская мечта». Это по последним выступлениям Си Цзяньпина, как китайцы сегодня играют какую роль в восточно-буддийской цивилизации. Вот вышел учебник, прошу всех, кто занимается социологией, политологией, социологией мировых цивилизаций. Это первый учебник в Российской Федерации, по-моему, я таких не видел еще и за границей, а я слежу за этим вопросом. И вот серия учебников, серия, так сказать, конкретно касающаяся западно-христианской цивилизации, там смотрите сами, восточно-буддийская цивилизация, это вот цивилизация восточно-христианская православная, это восточно-исламская цивилизация. Эти все книги, вот все 4-5, которые я обозначил, и эта 6-я, они все есть в интернете. Поэтому тот, кто не может, не имеет возможности, а я знаю, Жириновский разослал по всем библиотекам России эти учебники, ну мало ли куда не дошло. Значит, смотрите в интернет, если что, можете обращаться в пресс-службу Владимира Вольфовича, вам подскажут, как найти доступ к подобного рода научной и учебной литературе. А здесь, Владимир Вольфович, я хотел бы начать вот с какого вопроса. Вот прямо с этого, китайская мечта. Вот опять у нас что? В Китае вроде бы они и не отрицают коммунизм, но тем не менее ставят вопрос немножко по-другому. Китайская мечта. Насколько в целом, вот все вроде бы уже настолько реальные. Там на Западе у них мечта, значит, соединить гомосексуальные пары, понимаешь ли. У нас мечта, ну, сохранить традиционные отношения. Вот в Китае, значит, мечта то ли на первое место в мире выйти, то ли еще куда-то. Вот. Чем вообще объяснить вот интерес к футуризму? Футуризм, это, объясняю нашим телезрителям, это наука о будущем. Вот есть ли и какая перспектива у будущих цивилизационных ареалов в современной действительности? Действительно ли они друг друга похоронят в этом столкновении? Или из этого, значит, вот ударом возникнет искра, возродится птица Феникс, как говорится? Цивилизация, как любая страна, как любой человек, всегда стремятся к совершенству и к первенству. Никто не хочет быть последним. А для того, чтобы стать первыми, для этого нужна борьба, и иной раз превращается в войны. Вот сейчас в Индии победила Джаната партия. Да. Она победила именно с призывом, что Индия станет чуть ли не главным государством мира. Это сплачивает миллионы и миллионы, там избирателей ведь сотни миллионов, по-моему, 800 миллионов избирателей, представляете? За миллиард у них. Да, только дети до 18 лет не имеют права голосовать. То есть всегда что-то должно приближать. Как вот у нас большевики, Ленин, Сталин. Мы построим самое справедливое общество. Люди верят, всем хочется жить в каком-то новом обществе. Какое-то, так сказать, необычное, никогда не было. Ну как в жизни человека, новый костюм, новые ботинки, новая прическа, новое блюдо, новые друзья. Так и в плане страны мы станем богаче, мы станем лучше, мы первые выйдем в космос и так далее. Но, к сожалению, борьба за первое место, она выливается в столкновение. Потому что все хотят быть первыми. Вот Китай всегда был объектом эксплуатации. Туда шли и британцы, и французы. Все пытались как-то вот
пощипать Китай. Да. Он не был полностью колонией, но полуколонией был. Индия была полностью колонией. И то же самое, вот, скажем, для западного мира радостью, мечтой было хорошо жить. А за счет чего? Мечта, да. Да, хорошо жить, красиво жить. Больше мест свободного времени. А за счет того, что богатства шли с востока. Сперва с Латинской Америки, потом с востока. Они строили дворцы, жили хорошо, прислуга, зарплата, климат хороший. То есть везде есть составляющие успеха. Вот. Поэтому здесь Китай никогда не был самым лучшим государством в мире, а сейчас экономически он к этому подходит. Это вторая экономика, которая может превратиться в первую экономику мира. Вот. Но в чем успех? Скажем, у нас перестройка, а у них, наоборот, попытка идти другим путем. Они не стали переделывать коммунистический Китай. Они сделали ставку на экономику. Какая разница, какие знамена, какие лозунги, какие-то материалы съезда. Но если много-много заводов, рабочих мест, дороги, там энергосистема работает, то есть они бросили все на создание мощнейшей экономики. У них сегодня поезда ходят 300 км в час. И построены десятки, если не сотни, значит, десятки, тысячи километров этих скоростных магистралей. И это, конечно, улучшает экономику. Люди за 2-3 часа оказываются на другом конце страны. У нас ошибка была. Это, видимо, все-таки духовный мир у нас впереди экономики. Это вот сперва гласность. Сперва расскажем, какие мы плохие. Что у нас произошло. При Горбачеве. Да, да. У него же то же самое было, возможность идти. Таким же путем. Как у Китая. Он же раньше мог начать, в 85-м. Китай начал в 89-м, там, 90-м. Вы начинаете еще раньше китайцы. Но вот духовное переваливает в России. Духовное. И это вот нам помогает на каком-то взлете. А потом, многие десятилетия, мы чувствуем себя ущербными. Китайцы пошли вот тем путем, как они пошли. И сегодня их китайская мечта реализуется. Во-первых, они везде по всему миру. Везде есть китайские города, Чайнатаун, китайская община. Везде есть китайские товары. И китайские, так сказать, деньги китайские, значит, они становятся практически одной из резервных валют мира. Вот это вот все тоже идет как бы, реальность китайской мечты. Мы лучшие, мы первые, мы мощные, мы самые культурные, и мы самые древние. Им же, по-моему, 5, 6, 7 тысяч лет назад уже была китайская цивилизация. Вот это вот есть как бы особенность китайской мечты. Запаздывает исламский мир. Они тоже бы хотели быть, но у них нет большого государства, только Египет и Индонезия. Остальное все они разбросаны, раздроблены на мелкие государства. Владимир Ильич, вы турковед, Да. или как Да. это правильно говорить? Тюрколог. Тюрколог. Вот что в Турции, тоже тут в связи с этой взрывом на шахте некоторое время там назад, там потом вот по поводу, значит, каких-то протестов с Эрдоганом, Турция ведь тоже стремится к этому великому Турану, как вы в первой беседе говорили, что это от Анкары, Турецкий мир, да. значит, Тюран до Абакана. Абакана куда-то, нашего. Красноярский край, да. Наши втягиваются, вот что, насколько это реально с точки зрения цивилизационности? Вот тоже, вот это вот опять столкновение цивилизаций. Китайская идет мирным путем, экономическим, она не хочет применять силу. А у турок тоже, в принципе, есть экономическая модель. Но потенциала не хватит Турции дать образцы экономики для всех тюркоязычных стран мира. То есть это не хватает. Культурно они пытаются влиять, но тоже трудно навязать турецкий язык. Мы вот русский знаем, но мы болгарин не всегда поймем, и сербы, и хорваты. То есть общеславянский язык русский не стал, как единственный язык. А белорусский, украинский, все они отличаются уже. Вот. Поэтому они идеологически, пропагандистски пытаются вот говорить об этом. Проводят съезды тюркоязычных стран. Но объединить их очень плотно под турецкими знаменами не получилось. Не хватает потенциала. Вот китайская мечта, она реализуется. Уже почти первая страна в мире. Индия через 20 лет реализуется, станет тоже первой страной мира, Китай, может быть, опустится. У русских практически была реализована мечта коммунизм, и были проссоветские режимы во всем мире. Да, по всему миру. 2/3 мира. Пожалуйста. То есть
мы первые реализовали свою мечту. Ну, Наполеон реализовал, но проиграл. Гитлер пытался реализовать, но проиграл. Мы попытались и дольше простояли, но тоже проиграли. Поэтому выигрывают те, кто свою мечту реализует только экономическим путем. Вот американцы. Но они и применяли силу, американцы. Поэтому здесь тоже нельзя сказать, что они все шли экономическим путем. Вот индусы, наверное, будут единственной первой цивилизацией, которая достигнет могущества только мирным путем. Китайцы и индусы. Вот чисто мирный путь. Никакой экспансии, никакого захвата, никакого насилия. Евразийский союз, вот эта президентская, как говорится, программа, которую Путин выдвигал в 2007 году. Да. Вот Евразийский союз, таможенный союз, там АДКБ, Евразийское экономическое пространство. Насколько это все реально? Вот союз Россия-Белоруссия, как в рамках самого СНГ там какие-то новые сегодня пошли явления. Вот это вот более-менее 2 секунды буквально. То есть мир все-таки любит не многополярность, а двуполярность. Как муж и жена, вечер и утро, день и ночь, тепло и холодно, зима и лето. То есть вот как бы это людей, это людям понятно. Дуализм. Дуализм, да, вот все. Все, говорится, то, что делится на два. Да. А когда много, Евросоюз трещит уже пошла. Да. Потому что разные они. В одном союзе им тесно. Поэтому сейчас наметилась тенденция, именно на примере Украины, когда мир снова будет разделен за Америку и против Америки. И вот все, кто против Америки, станут под русские знамена. Не в прямом смысле слова, ну, да. а Россия будет во главе этого антиамериканского, антизападного мира. И здесь китайцы с нами, индусы присматриваются, Пакистан, Иран, Турция, Шанхайская организация по сотрудничеству, да. Венесуэла, там, не знаю, да. БРИКС. Да. Это все вместе взятое против Америки. То есть мир поиграл в плюрализм, в множественность, ну как многоженство. Какое бы ни было многоженство, все-таки выбирают одну, любимую. Все, как можно с колхозом жить. Да. Вот любой колхоз рушится. И остается вот такой вот как бы вариант двух полюсов. Вот сейчас опять пошел создание второго полюса. Против США. Против западно-христианской цивилизации. И исламский мир здесь с нами. И Индия, и Китай. Поэтому в этом смысле, если мы все филигранно так тонко сделаем, то лет через 20 Россия будет во главе самого мощного объединения. То есть это будет 6 миллиардов под знаменами России. 6 миллиардов. Наши паруса. Сейчас наши. Потому что Америка спускается, Европа отряхлела. И весь экономический взрыв на Востоке. Но Китай не может возглавить весь мир. Все-таки это желтая цивилизация. Индусы многонациональны слишком. И у них нету чего-то собственного, родного. А вот Россия с ее космическими устремлениями, так сказать, и победами. Индия никогда не воевала ни с кем. Была колонией. Китай был тоже объектом эксплуатации. Только Россия великие победы. Особенно 9 мая. Поэтому Россия морально единственная может стать во главе этого антизападного мира. И тогда 6-миллиардный этот ШОС расширенный, или это евразиатское сотрудничество, и БРИКС, мы будем совсем еще какую-то организацию, всех сольем вместе, это будет какое-то вот движение, всемирное движение, так сказать, за сохранение традиционных ценностей. И тогда Россия выигрывает, поскольку все признают ее авторитет как руководителя. Но мы станем первые вместе с другими, чтобы не было внутри нашего антизападного мира монополии России. Но она будет как руководитель. Москва, здесь будет генеральный, все штаб-квартиры этой мощной организации. Русские умеют да, это. Да. У нас много... Это мы умеем. Да, это мы умеем, и вот лет через 20 окончательно мир пойдет вот этим путем настоящей демократии, референдумы, свободные выборы, честность и, так сказать, без всяких санкций и без всяких, так сказать, давлений в этот мир объединится вокруг России. А Запад окончательно отойдет на второй план. Спасибо большое. За этим будущее. Спасибо. Владимир Ильич, вам огромная благодарность от миллионной армии наших телезрителей Первого общероссийского образовательного канала. Успехов в работе, чтобы вы всегда были столь энергичны, прекрасно выглядите, чтобы все было
нормально. И вашей партии желаем всех успехов и на парламентском, и на других поприщах, которые составляют основу политической деятельности. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Ну вот, уважаемые коллеги, мы с вами побывали в гостях у председателя ЛДПР, доктора философских наук, профессора Жириновского Владимира Вольфовича. Состоялся цикл передач, который, я думаю, вы все с интересом посмотрите. Связан он с геополитическими проблемами современности. И подводя итоги, я уже как другой профессор, как говорится, по другим наукам, историческим, хотел бы сделать следующее, если так можно сказать, резюме. Современный мир развивается, как тому нравится или не нравится, именно по законам развития мировых цивилизаций. В своих трудах и Владимир Вольфович, и другие наши отечественные ученые сделали совершенно четкие и ясные выводы о том, что сегодня существует как минимум 6 мировых цивилизаций: восточно-христианская православная во главе с Россией, восточно-исламская цивилизация, восточно-буддийская, западно-христианская цивилизация, языческая, ну и такой своеобразный гибрид — скрытая цивилизация. Вот между всеми этими цивилизациями ведется сотрудничество, безусловно, и в то же время напряженная борьба. Как мы видим, она выливается в взаимоотношения между различными государствами, которые возглавляют, если так можно выразиться, возглавляют не с точки зрения организационной, возглавляют с точки зрения политической, экономической, религиозной и других компонентов, составляющих цивилизационные основы развития современного человечества. Мы показали с вами, ну точнее мы, по нашей просьбе, с помощью Владимира Вольфовича, мы показали роль и место России в этом цивилизационном раскладе. И надо сказать, что вот по мнению Жириновского, этот расклад не настолько тяжел для нас, может быть даже более благоприятен, чем для, скажем, Соединенных Штатов, Евросоюза и других, я не могу сказать бывших, пока еще нынешних столпов мировой политики, но тем не менее эти столпы зашатались. Вот это и есть та самая главная причина, из-за которой возникли десятки взрывов, я имею в виду военно-политических взрывов на нашей планете. Здесь и Ближний Восток, и Украина, и дальневосточные проблемы, которые рано или поздно выльются в различные столкновения, то ли между странами, то ли между цивилизациями, покажет время. Но на сегодняшний момент я должен сказать, что у России, у русских, я это подчеркиваю, у русских, я могу третий раз подчеркнуть, у русских, если нравится это кому-то и не нравится, перспектива более или менее взаимоприемлемая и более или менее нормальная. У нас есть ресурсы, у нас есть численность населения, которую не удалось уничтожить. На сегодняшний день мы можем уже сказать, что смертность у нас меньше, чем рождаемость. Это самое главное, переломный демографический момент, который внес президент Путин в развитие русского мира, восточно-христианской православной цивилизации. У нас есть замечательные вооруженные силы, которые были продемонстрированы президентом Путиным во время 9 мая, празднования Великой Победы, когда впервые по центральному телевидению были показаны руководство военными учениями на всей территории Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано, как Российская Федерация осуществляет ядерную программу перевооружения своих сил, как Российская Федерация способна отражать ядерные угрозы для нашей страны. Это самое главное. Все остальное, друзья, приложится. Я полагаю, что мы разобрали и вопрос, связанный с украинским сценарием подрыва авторитета и влияния Российской Федерации на международной арене. И я хотел бы присоединиться здесь к главному выводу нашего хозяина нашей передачи, потому что мы были в гостях у Владимира Вольфовича в Государственной Думе. Мы гости, он хозяин, ну, по крайней мере, мы были у него в кабинете. И я бы хотел поддержать его основную мысль, что украинский сценарий вряд ли окажет для Запада положительную роль. Слишком неравны силы, которые включены в этот конфликт. Украина никогда
при любом раскладе, кто бы там ни возглавлял ее, эту Украину, Порошенко, Тимошенко, Лябушенко, Штримашенко и так далее, никогда, я это подчеркиваю, она не будет оторвана от России, а это значит, что Украина всегда будет являться тем основным элементом восточно-христианской православной цивилизации, о которой мы десятки раз говорили здесь, в том числе и вместе с Владимиром Вольфовичем. Я хотел бы обратить еще на одну особенность ваше внимание. Сегодня западно-христианская цивилизация избрала главным объектом своих внешнеполитических атак восточно-христианскую православную цивилизацию во главе с генеративно-политическим центром России. Вы обратите внимание, развалили Советский Союз, разрушили Югославию, уничтожили Чехословакию, попытались ударить по Греции, ограбили Кипр. Это все элементы восточно-христианской православной цивилизации. Наносится мощный удар по православному сектору на Ближнем Востоке. Ирак, Сирия, Египет, Коптская церковь. Это все элементы нашего восточно-христианского влияния на этой территории. Но не получается, как видите, не получается и не получится. Вот это основное, если так можно сказать, и политический, и нравственный, и идеологический вывод, который можно сделать, опираясь на те аналитические исследования, которые проводятся в Государственной Думе в партии ЛДПР под руководством Владимира Вольфовича Жириновского. И последнее замечание, на которое я просил бы обратить внимание. Во время разговора, это цикл передач с Жириновским составил 3 передачи, во время разговора с лидером ЛДПР я показывал вам те учебники, те научные исследования, которые были выполнены под его руководством. И хотел бы всех обратить внимание, вы можете найти эти книги в библиотеках, в которые рассылаются они. Вы можете найти эти книги в интернете, которые выставляются там прямо, смотрите, скажем, восточно-христианская православная цивилизация. И вы найдете исчерпывающую информацию, бумажный текст, для того, чтобы познакомиться с основными аналитическими выводами, которые сделаны были в этой книге. Вот такой, я бы сказал, образовательный, структурный и содержательный элемент, который мы сегодня с вами вынесли от визита в Государственную Думу в гости к председателю Либерально-демократической партии профессору Жириновскому. Благодарим вас за внимание, ждем ваших откликов. До скорых встреч.